Всем привет! Продолжаем наш проект 160 метров квадратных метров. И ссылка у вас сейчас прям появится на весь этот проект, на все ролики из этого проекта, на плейлист. Прямо сейчас она у вас есть. Значит, посмотрим, что мы сделали в предыдущей серии. В предыдущем, первый, у нас второй ролик, на самом деле, по этому объекту. Давай посмотрим, что мы сделали до этого. Мы все почистили, на самом деле. То, что нам нужно было, мы все почистили. А почистили мы что? Мы почистили полностью прихожую. Почистили, у нас здесь гостиная получается будет. Потом будет столовая, наверное. Все чистенькое, такое красивенькое. Вот такое прям. В предыдущем ролике это все было, как мы все тут расчищали. И здесь мы почистили несколько комнат. Вот. Здесь я помню, рассказывал, что здесь была одна когда-то комната. Тут все, характер всего показывает, что здесь была одна комната. Они зачем-то сразу по-быстрому сделали из нее две. Хотя тут центральной розетки нет, но они сделали так. Но на самом деле это была одна комната. Я там в прошлом ролике об этом рассказывал. Так, вот это все красивое, такое глубокая порезка, все вычищено у нас, все готово. Хорошо было бы когда-нибудь начинать уже расшивать трещины. Еще одна у нас комната есть, комната без розетки. Мы вроде как нашли, руководствуясь какими-то архивами и так далее, нашли приблизительно то, что должно было бы здесь быть. То, что есть здесь где-то у соседей, выше или ниже. Надо будет найти сюда розетку. Вот. Это у нас получается раз, два, три, 4, 5 комнат и прихожая, 6 комнат. Да. И у нас здесь сейчас конкретно мы работаем над тем, что здесь есть еще комната. Но здесь будет одно пространство, здесь был коридор, здесь была комната, здесь будет одно пространство. И хотели сохранить просто карниз. Сохранить вот в таком виде, в каком есть. Но я посчитал периметр, а надо пропускать вот этот карниз, вот он. Надо его пропускать везде по кругу. Я посчитал периметр 21 метр здесь приблизительно. Периметр. То есть это столько надо восстановить карниза с нуля. То есть что-то подрубить, туда-сюда, что-то надо сделать. А у нас остаток, живой остаток вот этого карниза, который есть, живой остаток составляет 7 метров. То есть 1/3 от, получается, от 21, да? И нет, мы решили с собственниками, что мы будем делать здесь новый потолок. То есть они просто ничего не будут сбивать, они просто гипсокартоном подошьют ниже, и мы сделаем полностью новый такой карниз. Вот такая вот какая-то логика. Для того, чтобы так сделать, мы хотим попробовать вернуть назад вот эту розетку, то есть вернуть в новый потолок ее. Для этого, наверное, надо ее расчистить. Сейчас начну ее, расчищу, посмотрю возможность вообще ее удалить оттуда, снять аккуратно, без повреждений. И параллельно еще делаем абрисы, снимаем. Вот, покажи, пожалуйста, у меня есть товарищ, который не фигурирует, но он что-то делает. Вот что он делает. Вот он снимает абрис потихонечку. И нам надо выдать это собственнику, чтобы он посмотрел, как тут делать потолок сам, собственно, и так далее. И вот, собственно, вот и есть абрис. Надо будет перенести на миллиметровку, и у нас будет чертеж. Чертеж карниза, который потом пойдет сюда в работу. Ну, как бы вернем его полностью, такой, как он был. Ну, как-то так. И вот такая как раз классная замелованная розетка. Очень замелована. Пойдем к ней ближе. Основная задача — это понять, можно ли ее удалить. Отсюда аккуратно снять и потом вернуть. Из каких частей она состоит и так далее. Где у нее тут крепления какие-то. Я так вижу отсюда, что тут шуруп обычный. Вот он там. Не знаю, камера видит. Наверное, видит, что это шурупик. Я глазами вижу, камера лучше видит, чем глаза. И я где-то еще находил. У меня маленький магнитик есть тут. Где же я находил? Вот здесь. Вот. Тут есть шурупик. Я думаю, мы сейчас как-то почистим. Вот, и потом пройдемся, найдем все эти самые, найдем все шурупы. Это именно шурупы, большие шурупы такие. Потом с помощью огроменной вот такой отвертки, огроменной, специально у меня есть такая отвертка, чтобы откручивать такие дикие шурупы. Мы их открутим как-то и попробуем снять ее частями, чтобы потом вернуть обратно в новый потолок. Но пока так, я не знаю, получится ли это, но надо ее как-то расчистить, посмотреть на характер повреждений. А я здесь вижу повреждения, я здесь вижу трещину. Вот трещина прошла. Если трещин очень много и не очень мелкие, нам не удастся это сделать. Нам не удастся ее снять, чтобы потом вернуть. Поэтому тогда, может быть, придется найти такую новую. Ну, нам хотя бы надо расчистить, чтобы понять, какой у нее рисунок. И тогда вернуть сюда новую такую же. Ну, как-то так. Приблизительно такое рассуждение происходит. Вот. Но на самом деле она вот такая. Сейчас, перед тем, как ее расчищать, чуть-чуть посмотрим на нее, какая она грязная.
А потом посмотрим, какая она будет чуть-чуть расчищена. Она станет более явной и понятной. Опа, а вот так. Вот половина почти расчищена. Мы не стали до конца дочищать. Это сделано. Я потом объясню, почему. Я хочу просто показать. Вот так это выглядит. И я смотрел снизу. Прям я смотрю глазами, особенно когда снизу смотришь. Вот эта штука как будто размыливается в глазах. Это такой какой-то эффект получился. Вот так она размыленная выглядит. Ну, в этом самом. Ну, как размыленная. В большом количестве мела. На самом деле она довольно тонкая. Она довольно тонкая, она довольно прикольная. Ну, как бы, как должно было быть. И я тут смотрю сразу на нее, что... Хочу и не пошли дальше чистить, не пошли дальше очищать, потому что, может, это и не нужно будет. Я вот вижу, не знаю, камера видит, вот она вот видит трещину, да? И вот трещина, например, здесь, вот это место, вот оно. Видно? Видно, что происходит? Я не знаю, камера, наверное, может отыгрывать этим стабилизацией своей этой. Ну, я не буду специально включать, потом ничего не включу. В общем, вот, это вот так. Здесь мягко, здесь тонко. Сама по себе тонко, а здесь крепко. Хотя тоже вон я ее продавливаю. Может быть, она и видит камера. Здесь крепче. Соответственно, нам, чтобы ее снимать, мы ее, скорее всего, не сможем снять. Не сможем снять так, чтобы вот это вот не развалилось. И если бы мы снимали для модели, то это одно, мы бы ее обратно на гипроке сложили. Но мы, если снимать ее с целью переставить обратно, хоть куда, хоть на гипрок, хоть подвесить, как она сейчас есть, на миллиардах саморезов, вот, штук 10, наверное, ее держит. Вот саморез, вот, все порасковыривали, нашли все саморезики. Вот. И если ее так вот подвешивать, то нам не удастся, скорее всего, так сделать. Поэтому я вот собственнику оставлю, он придет, потом посмотрит. Отправлю ему фото, пускай думает, что дальше делать с этим. Потому что пытаться ее снять и подвесить, либо, ну, перенести ее в таком виде, это хорошая такая серьезная работа. И как бы мы об этом пока не договаривались еще, что мы будем это делать. Мы пришли, посмотрели. Как-то нам нужно что-то найти. Мы можем попытаться найти такую же розетку. Она очень похожа на то, что я раньше видел. И, возможно, где-то можно найти прям такую же. И новую. Может быть, если будет новый потолок, то мы можем использовать такую же новую, если найдем. А это так и оставить в потолке, например. Обойти гипроками и все аккуратно. Как-то так. Пока нет единого готового решения, мы сделали какую-то пищу для размышления. Мы ее сделали. Сделали абрис. Вот этот. Тоже сняли абрис этого карниза на всякий случай. Может быть, потому что первичная мысль, первоначальная была, это все-таки сделать, как бы продлить этот потолок старый и протянуть этот карниз, либо из гипса его изготовить. Может, мы вернемся к этому варианту. Пока мне непонятно это все. Пока мне это все непонятно. Но там вот такая ситуация. Ну-ка, я достану это, да или нет? Ой, я достал этот светильник, отверну его, потому что он светится слишком ярко. Там вот чего над окном, там все упало. Это все даже не из-за пескоструев, хотя тут они тоже побывали. Это уже что-то оно такое слабое было. Видно, что оно очень слабое, там слабо держалось. И вот это вот кусочек, вот 2 метра, и вот тут метров 5 получается остался, 7. И большая часть просто нет его. Ну как-то так, не знаю. Посмотрим, будем дальше смотреть, будем дальше разговаривать. Ну прикольно, прикольно. Вот настоящая вот такая, а была она вот такая. Вот. Сейчас еще присядем, посмотрим еще раз. Там. Это самая линия, это ну ладно, не так и страшно. Ну вот, прикольно, это хорошие такие кадры, половина, когда расчищена, половина нет. Хотя это не до конца, там надо еще чистить. Вот. Так, будет видно? Не будет, что-то будет видно. Ну-ка. Короче, решили, попросил собственник почистить ее, короче, это самое, даже не почистить, а просто снять ее. Снять он хочет все-таки здесь, наверное, накинуть потолок гипсокартонный, поэтому мы половину почистили. Интересная деталь, у нас, я поднимусь повыше, покажу. У нас получается в этой стороне штук 8 или 10 саморезов, вот в этой части. И это цельная розетка, она не из половин. Хотя при таком размере на 160, по-моему, на 150 или 180 на 150, она очень большая, она цельная. А вот в этой части 2 самореза всего мы нашли магнитиков. Всего 2, и она там очень тонкая. И подозрение есть на то, что там, скорее всего, уже доски. Они специально отлили такую тонкую, чтобы попасть в плоскость штукатурки. То есть сначала же они штукатурили, потом выкидывали штукатурку по центру и туда вставляли. Вот. Поэтому она вот как-то так. Как-то вот так. Никак по-другому, а вот так уже есть. То есть здесь куча саморезов, здесь вообще ничего нет. Не саморезов, а шурупов.
Поэтому нам надо будет делать поддержки какие-то. Я придумал, может быть, там не тонко, вот картонку клопами прикрутить, чтобы это все не разваливалось. У меня просто нет здесь ни сетки, ничего. Можно было бы сетку и на лепухи посадить где-то в таких пустых местах. Какие-то лепухи сделать там из того же Ротбанта, чтобы придержать ослабленное место. У нас вот эта часть, получается, вот этот сегмент, вот этот блок, который я закрыл, вот, он очень ослаблен, он очень тонкий. Специально сделан таким. Или не специально, ладно, это непонятно, пока не снимем, не поймем. Сейчас поднимусь, покажу. Так, я с того же ракурса, я вот оттуда снимал, как бы снизу. И вот я вот показываю этот блок. То есть тут много саморезов слева у меня, где я показываю, так они и есть. Вот он, вот он, вот он, вот он, вот он, а тут вообще нет. Тут вообще нет. Тут один, вот он, и еще один, и вот здесь, и больше нет нигде. Местами арматура видна, вот арматурка, и здесь вот так, смотри. Видно? Вот оно. Я не знаю, как камера, она может тут дорисовывать, что тут ничего не происходит, но на самом деле здесь амплитуда в 5 миллиметров где-то. Вот. Полностью подгибается вот эта часть. А здесь плотно, здесь хорошо, хотя тонко. А здесь прям толсто. Я здесь не могу ничего сделать. Здесь толсто. Здесь подозрение, что они зачем-то сделали здесь тонко. Очень тонко. 3-5 миллиметров. Ну, не 3, 5 скорее. 5-6 миллиметров на этот самый. И мы не дочищали ее. Ну, потому что непонятно, чтобы не тратить времени. Потому что до такого состояния дочистить, там, скажем, единица времени. А еще полностью вычистить, это еще, наверное, 0,75 единиц. Так что нам главное, чтобы было видно, где трещины, чтобы было видно, где что проходит. И все, и достаточно. Потому что если бы мел был, ну, так нехорошо снимать, тогда ничего не видно. Тогда бы что, и мел бы сдерживал это все. Вот это возникло после того, как мы мел убрали. Когда мел был здесь, ну, как бы, в целом, он же как бы густой, не знаю, какой-то такой плотненький, он все как бы немного связывает. Убрали его, и вот теперь вот так. Ладно, я попробую так. Попробуем сюда какой-то кусочек картона прикрутить где-то в эти самые, на клопики, чтобы это просто не развалилось. Там есть арматура, вот она, вот, видна арматура. То есть эта трещина прошла, как бы арматурина вот так идет, деревянная там. Но чтобы это не развалилось. А дальше надо будет все откручивать и потом уже снимать ее. Потом посмотрим. Каждый раз что-то новое, каждый божий раз что-то новое. А круто, а круто. Теперь это вот так, теперь это как-то держится друг за дружку. Вот. Если я поджимаю, если я трогаю, то как бы трогаю все вместе. А, вот тут чуть не докручено. Ну ладно, вот тут зато прикручено. И вот. Старались там в пустоту между этих самых, между листочков, чтобы сильно повреждать. Но в принципе вот этот блок, который шевелился больше всех, у нас теперь как бы связан. Вот. Дальше поддержку сюда закинем вот так вдоль. И потом уже будем откручивать сами эти самые шурупы, вот эти. Огромные экономисты, реально 5 миллиметров. 5 миллиметров. Она у них, я не знаю почему. Тут до дранки вон еще палец мне проходит. Не знаю, экономные чуваки были, значит. Вот. Это примазка, это отмазка такая толстая. Дальше само тело, вот оно, тельцо, маленькое. Потихонечку ее этот самое отшлепнули, получается. Вот, тут она уже лежит. И дальше мы ее отпустим, саморезов всех. Вот тут нет самореза, вот что. Все ходит. Аккуратно будем пытаться снять. Очень тонкая, очень-очень тонкая. Что, удалось нам ее скинуть оттуда? Правда, четвером, тут еще собственник тусуется. И мы все вместе ее оттуда сняли. И да, она оказалась из половины, но мы этого не знали. Мы думали, что нет, мы думали, что целая, а пробовать это ценой разбить ее мы не хотели. Она из половины получилась. Ладно, потихоньку надо ее обратно перевернуть теперь куда-то на плоскость, на гипсокартончик. Вот, будем прометать ее, убирать, расчищать. Очень тонко, очень тонкая, очень тонкая. Вот, 6 миллиметров, реально. Вот такая тонюсенькая. Вот мой палец. Вот так. Тонкая. Но это все примазка, это все уйдет потихоньку. Очистится. Вот это вот все. Вот такое. Ага, делаем это самое. Контрастное фото. Короче, будем искать мы ее. Если найдем, то возьмем новую такую же. Не найдем, если, то будем делать эту. Если найдем и не найдем. Тут такой вопрос. Ну, вот такая задача стоит. Самое главное, мы ее сняли, мы ее тут приберегаем теперь. Вот, теперь она будет припрятанная у нас. Ну, все норм. Могло быть хуже. Ну, конечно, ее цеплять будет обратно нереально или реально, но очень мало реально. Короче, очень неудобно. Вот так это умеет делать. Она как одеялка прям тут
4 миллиметра, короче, не круто. Вообще не круто. Эта часть очень тонкая, половина. Та толще, это тоньше, и она вот такая вся. Вот так. А висела, и еще бы 100 лет провисела, да. Потому что она рыхлая. То есть, ну, как бы гипс рыхлый, из-за этого оно так. Если бы это был новый какой-то гипс, вот тот, который сейчас, там, на такой толщине, его бы просто разрывало бы, если он такой бы был крепкий. Но он не такой крепкий, он более рыхлый. Этот старенький и классный, поэтому вот. Ну ладно, что. Посмотрим дальше, что там будет. Но по факту мы сделали сейчас часть. То, что нам нужно было делать. Что нам сказали сделать, мы сделали. Ну вот, сняли. Короче, достал из кармана. Это все держалось вот на таких чуваках, вот на таких шурупах, вот на таких. Тут, не знаю, толщина, наверное, 5-6 миллиметров, наверное. 19 штук я насчитал, 19 штук, 19. Вот эти вот шляпки, вот эти шлямпочки. Вот так вот. Вот так оно держалось там. Так, что, начали мы тут расшивать трещины. Расшивать, подрасшивать и закручивать эти самые гаечки свои, эти шайбочки прикручивать везде. Ну, в принципе, да, тут что-то более-менее еще разрушения такие. Оно будет хорошо видно, мы здесь будем применять пуцгрунт каймановский, это будет типа что-то как Виндерфарт ВП, или он и есть, но это другая тема. И здесь будет хорошо, мне больше всего нравится, даже сейчас не видно вот такой разрухи, когда по белому грунту ты штукатуркой что-то делаешь, и вот когда оно еще чуть влажное, там видно прям, ну, такое прям, как это сказать-то слово, контраст на контрасте. А сейчас без контраста кое-как. Что-то у нас подвывалилось, может быть, здесь эти куски вклеим, они у нас остались. То есть мы их не разрушили, они просто, ну, отошли, здесь кирпичная стена. Я думаю, что вот там будет неудобно работать штукатуркой, запечкой. Там реально сантиметров 30 до верха. И поэтому туда можно обратно кусочек вклеить. Ну, посмотрим потом, может и вклеим. Вот они у нас есть сохраненные, тут эти чувачки. О, все есть, все в хорошем состоянии. Такое, почистить надо, нагрунтовать жирненько, там нагрунтовать. И потом, может, присоединить туда, приклеить. Будет, наверное, норм. Почему бы нет? Такой кусок, он крепкий, вот я его держу, вот так за конец. Хотя это штукатурка, это не гипс. Угу. Вот, а я еще хотел показать хотел. Так, вот в этой комнате, я в первом, по-моему, ролике говорил, что вот эта комната когда-то была одна комната. И этот угол, вот этот угол, он был вот здесь. Я думаю, камера видит его очертания. То есть когда-то его сразу же, буквально после того, как построили, может быть, один раз успели побелить, но потом перестроили, достроили эту стенку. То есть эта стенка, она как бы появилась позже, чем вся комната. А комната была большая, реально большая. Тут обычные размеры, тут 6, и, наверное, так на 6 на 6, наверное, да, она была. Может, 6 на 7, вот такая комнатенка была огромная. И здесь мы что-то ковырялись, вот там я вижу белую штучку. Мы тут делали штробку, чтобы это самое, потом собственник сам прокинет электричество, у него там есть там проводочки, он там займется. Мы ему штробку сделаем, самое главное. Чтобы аккуратно обойти, вон, мы обошли, просверлили так, где могли, сберегли лепнину и подкрутили все, чтобы собственник мог там продвинуть проводки свои. Не хотел использовать внешнюю, я рекомендовал, не хотел. Ладно. И так, к чему я? Я уже вспомнил про эти проводочки и забыл, о чем говорил. Вот вспомнил. Вот там белое видно, как будто бы гипс. А это и есть гипс. Скорее всего, вот здесь, теоретически, здесь была розетка где-то. Возможно, да. Возможно, здесь в центре была розетка. Возможно, даже и она. Потому что что-то мне говорит о том, что вот эти примазки темные, а это алебастр, гипс, вот они, это старые, то есть это прям родные. Когда, мне так кажется, что когда они возвели вот эту стенку и сделали новые карнизы, вот эти вот, копии вот этих карнизов сделали, они как бы пошпаклевали что-то тут, короче, как-то вот наделали, и им надо было сводить, это же была одна плоскость, вот так, и они здесь вот подшпаклевывались. И вот эта же подшпаклевка видна вокруг вот этой розетки. Вот она. И, возможно, они отсюда, потому что это выглядит как примазка, возможно, теоретически. Вот это что-то тут. Но я не буду это скрывать, это бессмысленно. Зачем? Мне кажется, они либо подобную розетку, либо такую же они перенесли отсюда. Возможно. Возможно так. Хотя это не центр помещения. Центр где-то вот здесь. А может и здесь что-то было такое. Это неизвестно. Но самое интересное, да, вот то, что это все-таки родная реконструкция. Прям вот сразу по месту, после постройки, приблизительно, может быть,
сразу там через годик где-то. Может, арендатор, это же доходный дом, были арендаторы, кто-то надолго арендовал и сказал, мне не нужна такая огромная комната здесь, мне надо вот 2, чтобы было. И ему сразу же по месту подделали, ну, как бы сделали эти комнаты. Я показывал в прошлом ролике прикольно насчет карнизов, что вот эти карнизы, вот этот карниз, который здесь, это уменьшенный вот этот, он обрезан, вот здесь, где идет порезка с листочком, да, ее как бы нет. Он заканчивается вот так. Получается, за вот большой порезкой там есть гусек, и полка уже сразу идет в потолок. А тут вот гусек, и там шло поле. Вот такое прямое поле, оно идет, и дальше еще есть часть карниза. Эту часть карниза здесь, вот на этой выстроенной стене, на сразу построенной стене, вот как та она была же, как та стена, да, и вот эту часть срезали. Вот она, та примазка, то, что они тут что-то подзамазывали, да. Они ее тоже срезали и сделали здесь как бы другой карниз. Это тот же карниз, просто уменьшенный. Ну, как бы укороченный, вот так. Это очень прикольно, это круто. И я вам покажу то, что подтверждает, это даже не гипотеза моя. Я думал, что так, оно выглядит как так. Я покажу реально то, что подтверждает прям. Гипотеза вовсе не гипотеза, это так и было в реальности. Я не знаю, как это называется, как это не гипотеза, а то, что было. Ну, я не очень-то умненький, видимо, я не знаю об этом. Вот видно, они сюда подштукатурились. Вот. То есть эти карнизы, они пошли дальше, вот туда. То есть вот эта часть карниза, она продолжалась туда дальше. А вот видна, кстати, часть старого потолка, возможно. Вот где-то здесь был потолок, и они что-то тут добавляли, или еще как-то почему-то. Ну, почему-то у них вот здесь вот так возникло. То есть видно реально, что вот за угол продолжается туда карниз. Да, так оно и было. И здесь, когда мы чистили, вот здесь, по-моему, вот здесь, я видел где-то следы мела. То есть под штукатуркой был след мела. То есть один раз это было побелено, один раз, а потом больше нет. И тут что-то у них там, им же надо было сводить какие-то плоскости, что-то туда-сюда. Они вот здесь, да, кстати, вот здесь они отрубили этот кусок, потому что эта стена как бы от старой комнаты была, ну, от изначального варианта. И здесь они срубали этот кусок, и здесь они, видимо, что-то нарубили. Мы не будем это трогать, естественно. Максимум я это возьму шлифмашиной, пройду там 60-кой, чтобы убрать вот какую-то гладь отсюда, чтобы дать зацеп хороший, адгезия, чтобы, ну, такое, чтобы было получше, чтобы было как бы по песчании там. И все. И подукрепим еще что-то, и вот так. А там они просто, как бы, получается, тоже с той стороны срезали. Как бы они тут срезали, вот там срезали, а здесь натянули новый карнизик. Без вот такой вот части большой, как должна была бы быть. То есть, ну, такая мысль, это прикольно находить такое. Я хочу обратить внимание, кстати, на стенку, на вот этот вот новый карниз, который у них получился, новый, то есть деревянная стена. И вот здесь в углу она отошла. Ну вот, насколько там смещение, чуть-чуть ее там, ну, разломило, понятно. Ей больше 120-130 лет, я не помню, конец, по-моему, 19 века, я уже не помню, я не сильно обращаю на это внимание. Прогиб, вот такой прогиб. Нереально большой прогиб, без единой трещины. Вот я отсюда, сколько смотрю, я трещин не вижу. То есть он равномерно прогнулся. За вот эти 100 с копейками лет он равномерно все, равномерно прогнулось. Вот так. Возможно, теоретически. Под нами есть цельная такая большая комната, и там нету хотя бы какой-то типа, кое-что типа подпорка в виде такого же перестенка, как здесь они сделали. Возможно, там большая, поэтому деревянные балки, и поэтому оно потихонечку вот так вот просело. Ну, реально, просадка такая серьезная. Тут прям, если с угла посмотреть, вот отсюда, я думаю, может, камера увидит. Ну, глазами я просто смотрю с такого ракурса, не знаю, как лучше. 4 сантиметра, 5 сантиметров, может быть, вот так она. Равномерно, прям очень красиво, равномерно такой старый карниз просел, не потрещав, не сломавшись при этом. Вот так. Это прям круто, это очень круто. Так, чего, мы все двигаемся по расшивке, по укреплениям. Ну да, оно приобретает такой вид уже. Как мне нравится. Мне нравится такое. Это единственное место, где можно посмотреть, как это было разрушено. Ну и потом еще, когда будет штукатурка, а дальше все уже. Дальше пойдем сюда, поскольку собственник тут скоро подойдет, и там вопросы с этим самым. Он изредка приезжает, и вопросы у нас с тем, как заводить на на розетки, на люстры провода. И он, как бы мы договорились, что он сделает это своей рукой, а мы сделаем штробы. Надо к его приезду нам штробы подготовить.
и он сам уже там закрепит их, а вам останется просто приштукатурить. Ну, как бы не мы, чтобы это делали не мы, а кто-то другой. В общем, как-то так. Здесь очень плотный, хороший потолок, но я уже показывал вблизи, я сейчас поднимусь, покажу, как он выглядит после того, как мы расчистили. У нас вот эта часть была, это был перестенок когда-то, это, ну, как бы, какой-то коридор здесь существовал когда-то раньше. Я это уже показывал в первом видео, рассказывал, как здесь было. То есть когда-то им понадобился коридор из этой комнаты. Они его когда-то сделали. Это были, скорее всего, уже после революции. После революционных изменений, когда делали из квартиры как бы коммуналку. Из обычной квартиры, которую сдавали в аренду, да, делали коммуналку. И для того, чтобы сделать полноценную здесь комнату отдельную, здесь был ход прорублен туда. И здесь был коридор. Они сделали как бы перегородку. Ну, сейчас нынешний собственник убрал ее, естественно. И сам потолок здесь очень крепкий. Все крепко, но здесь было покрашено очень сильно. Так много краски, которая тяжело давалась, она не шла ничем у нас. И здесь облетела накрывка из-за того, что здесь была плотная довольно краска. Накрывка припарилась гипсовая. А здесь напротив вот была меловая побелка только. И здесь сохранность просто отличная. Но здесь не отличная, здесь не круто. И вот я уже с этой стороны, надо было не сейчас, я думал, ой, оставлю, там, потом сделаем, когда будем укреплением заниматься, потом дочистим. Вот эти вот места, где тут у них примазано, был примазан вот эта стенка была, перестенок примазан просто кое-как. Думал, оставлю, и приходится это делать сейчас, а лучше бы я делал это раньше. Это как бы для себя даже говорю, что лучше вот чистишь, надо почистить полностью. Сейчас мы идем, расшиваем, укрепляем и как бы и стоп. И надо стопориться, надо дочищать, расчищать, чтобы можно было дальше с этим работать. Так не круто, надо было сделать это во время расчистки, но мы почему-то не сделали, так что надо так делать. Чистить, значит все полностью. Вот здесь я полностью расчистил, получается. Здесь было так же, как и здесь. Вот. Все то же самое было. Это огромные залипухи такие, слава богу, у них было мало цемента, как вещества. У них было много песка и мало цемента. И поэтому оно хоть как-то ковыряется, и как-то это можно отбивать чуть-чуть, там, стамесочкой подковыривать, чтобы очистить. И оно хорошо очищается. Из-за того, что мало цемента, он не въелся туда. Пойдем наверх покажу. Ну, вот такие тут залипухи. Огроменные, цементные, ну ничего, оно чистится, ну не быстро, не так легко, как мне хотелось бы, ну вот, как, например, как-то вот, а мне даже левой рукой не показать, а ну-ка, при мне руку. Ну, надо молоточками отбиваю аккуратно, вот так. Чуть-чуть аккуратно отбиваю, стамесочкой там и счищаю, собственно, залипуху, под ней все целое, под ней все нормально, вот здесь. Все хорошо, вот красочка вот эта вот она, гаденькая, тут она была почему-то покрашена, а дальше ее не было. Либо здесь мела было много, я уже особо не помню, как было. Но по факту вот как мел почистился хорошо. Вот все целое. Вот, смотри как. Идеально, просто идеально. А здесь вот так все. То есть здесь припарилось, как бы накрывка гипсовая, да? И вот получилось вот так. И это еще не самые худшие места. Там с той стороны там было еще хуже. То есть там почему-то, может, потому что там фасадная стена. Может, поэтому там, может, затекало что-то. Ну, короче, не круто. Вот эти вот все эти коцки, это нам все надо будет восстанавливать. Вот такое вот. Вот это все надо будет восстановить. Ну, ладно, что, уж как есть. Ну, и здесь вот эту вот штучку очистить, полностью дочистить сам этот самое яйцо, и оникс сам дочистить. Вот один тут есть нечищенный. Но это займет пару часов, это точно займет пару часов. Потому что надо делать аккуратно, как-то пытаться, чтобы не сломать. Вот все, оно держится, оно хорошо держится. Но как-то вот можно по чуть-чуть. Вот так вот отковыривать. Вот так, по чуть-чуть, молоточком подстукивать. И аккуратно освобождать. Вот так. Ну и тут они подлепили, ну тут все, оно само сойдет потихоньку, если его подковырять, оно вот так счищается. Можно все чистить, и будет так же чисто, как и здесь везде. А вот вблизи, вот залеплено просто, все залеплено, но зато вот здесь видно, есть часть карниза, она здесь спрятана просто. Там было так же с той стороны. Я спокойно все очистил, ну как, это не быстро, но спокойно, нормально. Просто то, что они вот грязные еще. Вот здесь остается грязька потом. Надо ее дочищать уже более точно. А самое крупное, вот молоточком аккуратно. У меня нет сейчас, я держу одной рукой камеру. Так можно стамесочку взять
И вот так по чуть-чуть. Хоп. Она не держится. Я ж говорил, не держится особо. Потому что, ну, тут цемента маловато в этом всем. Или из звездки что они там пытались добавить. Вон с намесочкой можно ковыряться потихоньку. Вот так. И так, и так, и так, и так, и так, по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть отсюда вынимать, 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 вынимать. Так я и буду сейчас действовать потихоньку, потихоньку, потихоньку. Ну вот, вот оно как-то так чисто. И теперь осталось только мейкап, да, вот этот вот финишную часть сделать. А вот тут еще кусочек остался. Но это я уже потом его достану. А так-то пройтись, прочистить, вот оно, что-то тут такое. Какое-то покрытие. Краска мелом. Вот так. Дочистить это все, вычистить. Чтобы сюда нормально ложились штукатурки, всякие шпаклевки. Что-то в этом роде. Они же тогда не чистили перед тем, как это самое, как штукатурить. Вот сейчас надо почистить, получается. Вот почищу и будет как с той стороны. Ну и потом сюда форму и сюда шлепнем эти самые ионичек добавим. После того, как штукатуркой уже все как бы восстановим карниз и все посадочные места, уже после этого можно будет где-то найти красивое место, наверное, здесь отсюда где-то, или там, ну вот здесь, где хорошо, очень хорошая сохранность, под мелом была. И отсюда возьмем, отформуем и сюда пару кусочков шлепнем. Он единственный у нас, этот ионик, единственный, по-моему, ну, в этой квартире. Я не помню, что здесь еще такой же был. Так что это все восстановимо, это все мы восстановим. Что, расшиваем трещинки. Хорошо они расшиваются. Вот штробку там собственнику сделал, чтобы он самое просверливались там за эту, завалили, ну, как бы за порезку. И, ну, не разрушая порезку, вот нормально получается. По трещине фактически, ничего не разрывая. Нормально. Тут местами вот то, что низ чуть ушел. Ну ладно, это мы восстановим. У нас совсем мало нам осталось еще комнатку. Тут, наверное, надо будет вот это вот, как она, розетка, где была вот тут когда-то. Потом ее заделать, там цемент. Цемент какой-то мягкий. Я потрогал, ну, слава богу, у них было мало цемента относительно песка. Они его экономили еще как-то. Можно будет выковырять, надо будет спросить. Вроде сюда хотят сделать розетку, вернуть ее. Так что, как бы, дождемся решения собственника и, скорее всего, удалим цементную эту вставку. Если здесь не предполагается накладная, а если будет нормально врезная, то нам нужно это удалить. Все равно удалить, чтобы место было посадочное. Ну и уберем оттуда за одним. Прочистим и вот. Ну так оно, нормально. И вот так тоже не сильно много трещин, но такое. Кое-что есть. Это несущая стена. Получается, это несущая стена. Там несущая она в кирпиче, но вот только один перестенок получается дерева. А так-то, ну и тоже он не потрещал, не сильно. Ну вот так, помаленьку движемся к концу этого этапа. Так, ввиду того, что здесь было что-то пошпаклевано алебастром и еще, решили мы начать с того, что машины пройтись все, это самое. Убрать вот эти вот следы алебастра где-то на трещинах, тут везде есть следы ремонта. Вот здесь, тут где одна комната была, да, тут же тоже вот заделка вот эта, надо, что она гладкая довольно, надо ее, это самое. У меня есть сейчас 80-ка будет норм, и после нее пойдет еще адгезионный, потом грунт будет, то есть мы создадим еще такое хорошее основание. То есть сейчас уберем все лишнее, получается, убираем, а потом адгезионным грунтом, он же с кварцем, и мы опять создадим такую, если даже что-то мы стерли, где-то какой-то выступ, там чуть-чуть, мы его опять создадим. Но так получается чисто, посчитай, что запылесосили. Потом еще запылесосим, все обойдем, все чистенькое, можно красить саморезы будет. Сейчас покажу вблизи. Вот получается поверхность до и после. Вот тут чище просто. Тут просто чище, нету вот этих вот, где-то алебастр что-то был, может еще что-то, где-то остаток мела, его здесь нет. Ну есть что-то там остается, но меньше. Потом еще пропылесосим, и будет норм. Ну как будто бы так лучше. Тут остается тоже зацеп хороший, и плюс еще будет адгезионный грунт. А здесь, вот сейчас будет так же, как и было здесь. Ну и наоборот, то есть, здесь будет так же, как здесь. Так мы все обойдем, всю квартиру. Ну, посмотрим так. Ну, как по мне, хуже так не будет. Будет только лучше, если вот так сделать, и уже вот эту, как бы, эти прослоечки, какие-то микропрослойки, они уберутся. Специально приглашенная Саша для проделывания специальных штучек в розетке.
Как будто вы это сами не смогли бы сделать. Ну, тебе заделывать, ты и делай дырки. Или отверстия, или штробы. Или что там ты собираешься заделывать. Тебе нужнее, понятно? В общем, Саша нам пройдет по розеткам. Тут у нас, мы зашли отсюда, тут провод у нас был, и так тут потом собственник прокинет провод. Здесь старая штроба, по ней мы и пойдем. То есть мы ее раскроем, ну тут заделано, видно вот это алебастр, все, это мне не нужно. Потом сейчас Саша подойдет сюда и раскроет ее красиво, чистенько. Вот. И здесь тоже ей надо будет посмотреть, как она там будет что заделывать, чего как. Я постарался, подводил везде, как мне кажется, к стыку деталей. Она, понятно, что это не цельная розетка, она огромная. У нее радиус, наверное, сантиметров 90. Я думаю, 80-90 приблизительно. То есть она реально большая. Камера ничего не передает, никогда не передает размеры реальные, которые существуют. Вот так. Я подходил туда, вот там видно такая, есть как бы стык деталей, и вот может она там и аккуратно и протащит ее. Сможет провести сюда, как бы штробочку сделать, чтобы собственник прокинул провод, а мы потом просто замазали и все. Вот как-то так. Вот такая у меня тут получилась кракозябра. Ну это чисто по трещине, чтобы не рвать потолок, где хотелось бы. Чисто по трещинке. Вот можно будет по старой трещине. Я ее так расшил, и вот так можно будет зайти. Так, чего? Мы прокрасили все зеленой этой самой красочкой. По металлу прокрасили все шайбы, которые мы закручивали, саморезы, все, что подкручивали. Потолочек не болей, зелененький потолочек стал теперь. Убрали отсюда, здесь была такая залипуха цементная. Когда-то была здесь розетка, потом была заштукатурена. И здесь будет опять розетка. Соответственно, нам пришлось это убрать. Ну, оно не очень-то хорошо, хочется, конечно, в цементик отходить. Ну ладно, мы это вычистили. Вычистили место, подготовили. И так по всей квартире мы все подготовили. Здесь был собственник своей рукой провод прокинул нам. Хотел оттуда, нет, пойдет он по кругу оттуда. И тут была старая штроба алебастровая, и он, как бы, Саша приходила специально. И я не помню, снимал, может даже снимал этот момент, наверное, снимал. И она все прорезала, как она потом заделает эту розетку, она знает сама. В общем, он сам своей рукой нам все прокинул. Все провода, мы их не трогали. Самое главное, все. Руки чисты. Не очень-то. Ну, чисты. От проводов чисты. В общем, все здесь вырезано, все приготовлено. И казалось бы, давай штукатурь, давай грунтуй. Нет. Короче, здесь, везде же была старая штукатурка. Потом собственник сюда пришлепнул гипрок на этот самый. Вон, на клей-пену. Вот так это все. Приблизительно. Там, где деревяха, он прикрутился. Естественно, что верхом, как бы, чтобы сформировать вот этот кессончик, а здесь был кессончик, а вон мы рисовали. Вот такой кессончик везде был, то есть там шел приблизительно карниз, и был такой маленький, как бы, утопленное поле небольшое. Оно было раньше. Но сейчас его нигде нет. Теперь мы его формируем по новой. Это геморрой, потому что, ну, как бы, не хочется оно быть все ровно и красиво. И мы ходим, отбиваем, мы нашли какую-то систему с собственником, решили, как мы будем делать, отбивочкой шлепаем, и везде там 5 сантиметров от первой полки берем, и будем срезать потом пилой, выравнивая эту линию, чтобы маляр потом прошел, маляр пройдет и там зайдет туда уголком. Я покажу там вблизи сейчас. Там ничего интересного, поскольку там ровно, понятно, что там везде ровно, а вот здесь, вот на таких вот прогибах, вот здесь криво. И мы будем сделать здесь, на этой только стене, это новая стена, помним, да, я рассказывал не раз, что эта стена как бы старая новая, сразу же построенная после сдачи дома, приблизительно. И здесь очень явный, сильный прогиб, и здесь мы будем делать по нитке, по естественному провису нитки. Если здесь мы брали везде по 5 сантиметров на вот это вот, как бы, углубление, здесь у нас пойдет, мы сделали отбивку, сейчас поднимусь, я все это покажу, чуть выше поднимусь, то здесь нам пришлось сделать по естественному провису нитки. Как она вот провисает чуть-чуть, так и сделать. Потому что ровная дало бы очень мощную морковку. Если ровно сделать, там очень сильный прогиб. Здесь будет приблизительно то же самое происходить. Здесь мы тоже сделаем от печки и в ту сторону, где вот этот прогиб, тоже сделаем естественный провис. Сделаем здесь тоже. Так, телефон, пауза. Оторвали меня от важных занятий с съемками видеоролика. Короче, полезли наверх, посмотрим, как это. Потому что снизу ты смотришь, ну, как будто бы норм. Но опять же, это все, когда все в пятнах, в этих трещинах зеленых, саморезах. Кажется, что, ну, что-то там есть. На самом деле, не что-то там есть. Пойдем. На самом деле, здесь вот такой прогиб.
Вот такой. Он, наверное, в районе 4 сантиметров, если от угла до угла брать. Вот. Это такой естественный прогиб. Штукатурка известковая дала возможность за 100 с копейками лет этому всему прогнуться, вот так сделать, прогибчик такой. Очень красиво и эстетично. И поэтому здесь нитка не натянута у нас. Оп, она висит естественным провисом. Мы прошлись просто, поставили меточки, как она висит. Потом мы их как бы соединим линией и получим такую некую кривую, которая будет, ну, приблизительно чуть-чуть скрывать. Если бы мы сделали ровно, а ровно выглядело бы так. Понятно, что было бы? Вот это если бы я натянул ровно. Ну, я так приблизительно вот так натягиваю рукой. Вот так было бы. Была бы ужасная, некрасивая морковка. Оставалось бы сантиметр до верха. Вот. А опустил и вот как-то так. Теперь. Вот так теперь. А я уже перетянул. Ну, уже линия у меня по-другому. Ну, в общем, понятно. Идея понятна, да? Было бы вот так как-то. Морква такая в две стороны. А будет теперь такой провис. Вот. Это то, что я хотел показать. Тут 2 слоя гипрока. Значит, надо будет заглублять пилу на 10 миллиметров. Для того, чтобы не прорезать вторую часть как бы картонки. То есть с этой стороны прорежем, потом ножиком выкинем. Дорежем и выкинем это все. И местами вот так это выглядит. Вот. Где-то там больше, меньше надо подрезать. В общем, подровнять это все. Потому что, ну, оно ставилось, ну, как бы непонятно было, когда устанавливал, собственно, здесь гипсокартон, непонятно было, что, как, куда, какая высота будет, что, как, и он там как-то просто поставил. А сейчас надо будет подрезать. Наверное, отсюда видна линия, вот там столько надо подрезать с той стороны. Все, мы обрезали. Одно из самых таких крайне последних приготовлений у нас идет сверху. Я сейчас поднимусь, покажу чего. Ну, как пыльно тут. Сейчас поднимусь. Вот это место, где они примазывали вот этот новый карниз, новый старый карниз, где они его примазали его неровно. Они примазали его вот так. И вот здесь видно, получается такой как бы гроб туда, в эту сторону. Гробик такой, бугор. В общем, есть, ну, по идее, надо вот это вот убрать. Сколько-то подровнять, хоть как-то. Оно неровно, мы смотрели, брали правило, оно аж туда до середины потолка уходит. Ну, то есть там много. Это много. Надо срезать. Я попытался сейчас и думал, может, шлиф машиной. Но я вот смотрю, так вроде ровно. Тут все равно он останется, потому что он как бы подвернут чуть получился. Но это уже будет намного меньше, чем там будет сантиметр. Вот здесь то, что осталось, это намного меньше, чем если бы мы не счищали. И тут, короче, получилась такая, ну, как бы, как обычно. Сейчас покажу, в общем. Так, еще года 3 назад мне советовали купить кожух для пылеудаления, типа классная штука там и так далее, но у меня что-то я быстро покупал, ну как бы одна вот эта задача мне надо было, только сюда. Я думаю, возьму его, да, прикольно, тут какая-то шторка у него, смотри, тут есть шторка, там чашка вот это вот видна. Все классно, но к этому пылесосу он подключается вот так, через один переходник получается. Сейчас я буду прям собирать его. Вот я надел один переходник, тут еще этот патрубок получается, и еще один, это егонный переходник. Сейчас надену еще его. Вот такая колбасень получается, она вот такая гибкая, короче, не крутая. И если его еще подключить, я сейчас его подключу, чтобы это было понятно, как это выглядит, то получается вот такая вот колбаса, короче, мягко говоря, плохо. Мягко говоря, плохо. И, естественно, ты когда держишь здесь, работаешь вверх, вот так, у тебя вот это вот так делается оно. Короче, я плюнул на эту всю тему, я сейчас просто уберу все эти вот проставки, всю эту дичь и поставлю обычный кожух и просто надену очки и буду как обычно просто буду срезать вот эту штуку. Но я попробовал, я попытался. Да, эта штука будет работать, если делать вот так. Если работать вниз, бетон, например, шлифовать. Вот она классно работает, тут эта штука торчит, ты можешь ее как-то придержать, и, наверное, да. Но когда тебе приходится вот там вверху вот так работать, вот это вот получается приблизительно вот так. То есть вся вот эта конструкция из 20 тысяч переходников выпадает оттуда. А заменять одним переходником на StarMix переходник, я смотрел, что-то в районе 3000 рублей, и я уже потратил какие-то ресурсы на то, чтобы это сделать. Короче, я не буду этого делать, я сделаю просто обычно с обычным кожухом. Вот и все. Как-то так. Ну, хотя бы чуть-чуть убрать вот это вот выпирающее что-то. Все как обычно, ничего нового. Абсолютно. Мы вот так делали. Это очень пыльно.
Потому что вот так, вообще тут с кожу собака не лезет, короче, он у меня меньше. Он прям, ну, хочет дотронуться до кожуха, короче. А что, включенный трогаю, видели? Так не надо делать. Я забыл отключить. Короче, это самое. Ну, приходится так, но оно не особо летит, как будто бы. И, короче, это малоосмысленно получается. Оно местами норм, а местами очень даже не норм, потому что такая конструкция. Сейчас покажу. Ну, получается, вот, я что-то убрал, сюда я залез, вот видно. Я в полку залез прям. Я уже ее содрал, эту полку. Это я не круто сделал, но как бы я попробовал, попытался, и все равно, смотри, что. Хоп, он ниже, он у них ниже пошел. И если я беру вот так, видно, что особо там, я вот пройдусь просто, вот этот четко бугорок только сниму и все. Потому что все равно край полки вот так. И вот так. То есть вот надо брать метровое правило как минимум, или полутораметровое, и все это пытаться выравнивать. А здесь вот так. То есть я сильно не смогу, я могу только вот этот переход убрать, получается. Все равно, что бы я ни делал, у меня остается отсюда полка. А стачивать ее я не могу этого делать, это так не должно быть. То есть я сейчас пробегусь, просто уберу вот это вот место, потому что так везде, по идее. Ну ладно, что тут больше, меньше. Не суть, сантиметр, короче, перерастает сюда. Надо, тут, наверное, штукатуркой подравнивать, что делать. Шпаклевкой я не буду это все. Ну, как бы это много. Вот так, придется так подровнять чуть-чуть. Но иначе никак, иначе надо вырывать вообще. Тогда, если она пойдет прямо, она зайдет вот сюда. Прямо вот здесь будет потолок, а может даже еще и глубже. Если вот так идти по нему прям. Вот. Смотри, видишь, там чуть-чуть. Чуть-чуть вот этот маленький бугорок. Вот это только он получается. Только этого я могу убрать. Все остальное вот так будем работать с тем материалом, который нам достался. Соответственно. Ну, с тем основанием, которое нам досталось. Досталось вот это. Ну, что делать? Никак, по-другому никак. Иначе придется все вот это рушить часть. Она будет некрасивая потом. Или еще как-то. Надо так делать. Надо подровнять по существующему вот это. Ну, я, конечно, почешу чуть-чуть, но так уже. Не особо рьяно, потому что там уже полку сгрыз чуть-чуть. Очень туманно. Туманные перспективы. На самом деле, что я сделал? Я прошел все-таки ее всю, чуть-чуть подгрыз, чтобы, ну, объезденно лучше будет. Там все-таки гипс гладкий, так тогда видно было. А сейчас там уже штукатурка проглядывает. То есть я дошел до штукатурки, гипс этот содрал просто и все. И что-то типа подровнял. Ну, надо будет что-то выравнивать как-то, что делать. Ну, пока так. В общем, это готово. Осталось подрезать одну комнатку. Я показывал, не показывал. Мы пилу заглубили на 10 миллиметров и пилой подрезали там, по нужной нам линии. То есть, чтобы не полностью прорезать лист гипрок. Сейчас ножиками подрезаем, и получается классно. Там было видно, наверное, отсюда видно вот этот прогиб. Ну, оно классно получилось. То есть нормально будет. Как и должно было быть, по идее. Ну вот такое вот место. Ну, что сделаешь? Ну, такой новый старый. Какой-то такой. Так, что же, мы подготовили полностью все под дальнейшие работы уже смесями какими-то под грунтование, под штукатурку и так далее. Все готово, все подкрутили, везде у нас, везде собственник прокинул провода, подготовленные штробочки. Везде мы обрезали, получается, у нас тут выпал кусочек, это мы остановим, он там хотел выпасть. Везде мы пообрезали вот этот гипсокартон, обрезали на 50 миллиметров, ну и где-то там по-другому чуть-чуть, в общем, как мы уговорились с собственником, так мы и сделали, то есть везде все подготовлено, и теперь нужно будет это все обеспылить хорошенько. И начинать грунтовать обычными грунтовками, а потом необычными, чтобы можно было уже начинать заниматься именно нанесением там штукатурных смесей, что-то восполнение штукатурной смесью, не штукатуркой, а восполнением, да. Вот тут тоже прогибчик сделали, такой подрезали, но оно сейчас не видно, все в пятнах, потом, когда все подшпаклюется, уберутся все эти там трещины и так далее, всякие вот эти зияющие какие-то штуки, будет классно. Скорее всего. Вот так вот. Такой этап можно считать законченным. Вот этот. Подготовительная расшивка трещин, прикручивание саморезами и подготовка примыканий. Радует то, что у нас на этом объекте есть все возможности двигаться поступательно. То есть полностью весь объем предполагаемых работ производить на всем объеме полностью одно действие.
Там, сделали то полностью по кругу, потом обеспылили полностью по кругу, подрезали что-то полностью по кругу. Это очень и очень упрощает. Когда наоборот, когда нет возможности, когда есть непонятки, это очень сильно усложняет и очень сильно затягивает сроки выполнения и так далее. Здесь пока все движется так, как планировалось, и в большей степени именно из-за того, что у нас есть возможность и есть доступ полностью ко всей плоскости потолков, которые нам нужно обработать. Как-то так, наверное, можно сформулировать. На этом этот видеоматериал закончим и увидимся в следующих выпусках. Всего доброго, до свидания, пока-пока.